Добро пожаловать на шоу «Кто прав?». Поаплодируйте себе, какие вы молодцы, что пришли сегодня. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. Претензии из зала. Представьтесь, пожалуйста, у нас первые гости, поаплодируйте. Я Аня. Привет, Аня. Привет. Давай претензии. Претензия заключается в том, что у меня был день рождения, я со своим парнем поехали за границу. Он мне сделал там сюрприз, подарил подарок, заказал супер крутой отель, и все весело, и все классно, но на следующий день мы очень-очень сильно посрались. И он попросил у меня деньги назад за подарок. Ну, я пошел домой, как это можно вообще? Претензия заключается в том, какого фига. Вот я и тут... Какого фига что? Какого фига? Спасибо, классная претензия. Или петух, или Сколько еврей. вы встречались? Интересно, конечно. Месяца 3. 3 месяца. И вы летели вместе куда? Мы летели вместе в Шотландию. Он там другую юбку встретил. Другую овцу он там встретил. Точно, точно. Не, ну а какой мужчина будет требовать подарок, который подарил на день рождения, Так, смотря обратно? что подарил, смотря что подарил. Если, например, пакет хороший из АТБ. Не, ну Кстати, если таким чипсы можно. подарил, то надо вернуть, конечно. Там Там на дне самое вкусное, эти вообще крошечки. Ты Принглс. что? Вы видали, сколько стоит просто? А он подарок попросил вернуть что-то физическое, там, iPad. Он попросил вернуть подарок, ну, и деньги за отель. Ну, половину, то есть. Ну, половину, как бы, Не, ну да. деньги за Ну, это уже окей. по-божески, на самом деле. Но он мне сделал скидку, в общем-то, как бы. Мне Ну, кажется, да? Поверь, для еврея 50% скидка — это очень серьезный результат. Ты... На следующий день после дня рождения вы с ним поругались, и вот он это сделал? Да. Ну, Вау. видишь, какой молодец. Вау. Потерпел, пока у тебя день рождения, и только на следующий Так день. мы поругались на следующий день-то. Не на день Ну, рождения. во-первых, то, что вы не поругались на день рождения, это тебе как раз-таки подарок на день рождения, понимаешь? Да, на ситуацию. Он планировал специально. Он терпел тебя целые сутки. Хорошо, что он не попросил вернуть ему спокойный день назад. Отвез ее в Шотландию, чтобы, если что, сразу вот так вот с горы, бам! Не, ну слушай, наверное, тоже, с одной стороны, хорошо, что вы расстались, потому что если человек, который приезжает из Израиля куда-то, и ему где-то дорого, ну, значит, не стоит держаться в целом за этого человека. Мне. Не, он же все равно красиво это все сделал, Вообще да? красавчик, да. Бросать Давайте всё копать равно будет дальше, красиво. давайте копать глубже, я считаю. Почему вы поругались? Это краеугольный камень, мне кажется, да? Мы сейчас решим. Давай обсудим, почему мы мы сейчас поругались. тебя еще вторую половину собьем. Подожди. У нее по-любому начались месячные. Поэтому он сказал, Откуда не-не. ты знал? Да, все понятно, это был Она я. вернула тебе бабки? До сих пор не возвращает. Я не хотела ругаться. Не хотела ругаться. Я Но не видит- хотела. но видит Бог, мне мне судья. пришлось. Я не хотела ругаться. Я не хотела ему платить, давать деньги, не хотела. И деньги возвращать тоже не хотела. Так и не надо было, что ты вернула? Потому что я порядочная. Ну, надо было заблокировать как порядочная, и все. Если бы ты была непорядочная, то и не пришлось бы их возвращать. Он бы и не попросил бы обратно их. А типа непорядочных не просят возвращать деньги? Они заранее берут. А давайте вот просто на секундочку представим одну ситуацию и проанализируем, насколько смелый, отважный и бесстрашный этот парень. Нет, вы дослушайте, представляете. Поехал в Шотландию. Поехал, ладно, хрен себе Шотландии. Поехал, отвез как бы женщину, у которой месячные. У нее там... Он смотрит на это. Я заберу у нее половину. Бессмертный просто. Вот он! Вот он, Дункан Маклауд! Дункан Маклауд вернулся на историческую родину, понимаете? Связался с малолетками, не знать такой Дункан Маклауд. Да уж. Кто знает, кто такой Дункан Маклауд? Не палитесь. Мне просто интересно, так, в итоге тебе что конкретно не понравилось? Мне не нравятся такие ситуации, когда мужчина в трезвом уме что-то покупает, а потом просит это обратно. Это было твое мужское То есть, решение. а что это подарить было мне вообще? То есть, подарок. если бы он был объебошенный, ты бы его поняла, да? То есть, типа... В конце он такой оказался, как бы.
Он такой думает, подарю ей зимнюю резину на тачку, не понравится, себе заберу. А она такая У говорит, него, кстати, не мне было машины, а нравится. у меня была. Вот, она говорит, мне нравится. Он говорит, ну блин, То тогда есть я я- правильно верни. понимаю, что в этой всей ситуации по факту есть один минус, и он на счету на твоем сейчас. Во-первых, это ужасно низкий поступок. Какой ты мужчина, если ты требуешь на следующий день подарок. Она может подумать, женщина прям приехала, родила там сразу ему вот это вот. Ну, перестань. Вышла из горящей Если избы Да, и как- за конем. Хорошо, не женщине, ладно. Сыну своему подари подарок, а потом отними, я посмотрю на тебя. Попробуй делал давай. уже На так. день рождения сыну своему. Такое не будет, что ты с сыном разойдешься, там, если ему особенно 5 лет. Он говорит, все, я ухожу, все, пока. Да. И ты такой, верни мне деньги. Где мой покемон? Я забираю его и ухожу. Ты такой, пол покемона мои, пол Пикачу, сюда. Йогурты твои знаешь, сколько стоят? Садик твой знаешь, сколько стоит? Знаю. Ну и все. Половину давай. А прикиньте, если, когда он аренду делал этого номера, у него 50% скидка еще была. Да. И он вообще бесплатно сгонял. Смотрите. Он в этот отель каждый раз с новой У него подругой было летает. 50% скидка, а потом он себе полную стоимость взял. видишь. Смысл подарка в чем? На день рождения, да? Чтобы он был незабываемый. Ты же никогда это не забудешь. Подарок сделанный Он подарил своими. тебе незабываемый вечер. Ну, окей, как бы вы там ни разругались, ну, как бы там чего не было. Ну, Ой, да зачем ладно, на ой. следующий день после дня рождения требовать за подарки а какой вернуть срок деньги? ему надо было Зачем так долго подождать? ждать? Лучше Через сразу. неделю нормально было бы? Да ненормально вообще. Да ненормально вообще. Не, ну в смысле, да, есть какой-то срок, когда ты, ну, забираешь половину, и при этом ты не пидорас. Через типа. Ну да, да, согласна. Наверное, через 2 недели было бы уже более-менее. Когда уже забыли, типа, уже окей. А ну, знаешь, Уже ну, можно типа, и там было бабки. дорого, ну, вот, короче, помоги, пожалуйста, там, верни деньги, если там, допустим, дорого. Ну, тут он гандон принципиальный, правильно? Гандон Правильно, принципиальный, правильно. который сразу же, она поругалась с ним, он говорит, как ты, сучка, поругался, мне не даешь, давай мне деньги обратно. Вот так было? Так Так было, было. все так. Хоть что-то Поняли? дай. Смотри, мне. смотри. Хоть что-то дай. Подтверждаю. Нет, смотри, с другой стороны, в следующий раз, когда у тебя будет подобная ситуация, вот получается, ты же половину денег за отель вернула, правильно? Все. Тогда в следующий раз, когда тебя кто приглашает, ты хочешь сделать какой-то приятный сюрприз, и говорят, полетели там в Сан-Франциско, говорят, не-не-не, Саратов, братан. В Саратове, если половину за гостишку, там сколько, 30 рублей, там тебе придется там этих 18 шекелей вернуть. Ну ладно, что, ребята, давайте голосовать. Согласен. Давайте. Если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этого парня, поаплодируйте. А теперь поаплодируйте, пожалуйста, если вы считаете, что у комиков, да, получилось оправдать этого парня. Нет. Справедливости ради. Это тебе респектуха. Справедливости ради такого и не оправдаешь. И под ваши аплодисменты и претензии из форума. Спасибо. Все сильно бодро начинается. Да. Отдыхаю сейчас с мамой в санатории. Муж дома работает. Сейчас поняла, что ресепшионист ко мне подкатывает. Взял мой номер телефона, Инстаграм, предлагает ночью после его работы в 12:30 взять мою маму тоже и на машине покатать нас по красивым местам. Что за дела? Бесплатная экскурсия, хороший сервис. У меня вопрос, а к кому конкретно претензия? К мужчине, что остался дома и работает, или к чуваку, который подкатывает? Я понять не могу. Нет, то, что остался дома и работает, отпустил свою жену с мамой отдыхать, красавчик, молодец, спасибо ему большое. Претензия к ресепшионисту. Ресепшионист. Это как она его назвала, да. Ресепшионист. Которые, зная, что там... В санатории. Если он подкатывает, это Санаторий, да? либо... Санаторий? Ресепшионист в санатории. А, да, санаторий. точно. Ну, смотрите, вот, Это 2 слова из разных... во-первых, тот вселенных. факт, что они в санатории, говорит уже о возрасте женщины, да, которая приехала, и, может быть, ей дико, что, боже, ко мне подкатывают, что происходит? То есть там, наверное, 70 и 90, такая мама, думаешь? Такой возрастной. Не, если чувак подкатывает, он либо футболист, либо из военкомата, вот этот, который... Заходишь в гостиницу, и А там... он со спины. со спины, опа, влетает, да, сзади такой. Контроль мяча. Мне кажется, он понимает, что если он сейчас не возьмет номер, не будет подкатывать, то от санатория плохие впечатления останутся, солевые ванны. Кому-то до сих пор интересно. А вот его дикпик в Инстаграме очень интересно.
Инстаграм Я в блокирует. санаторий за этим еду, конечно. Я не еду, ну все. С чего вы взяли, что он подкатывает? Просто предложил экскурсию, говорит, давайте я вам красивые места покажу. Они все на мне. Они как раз все тут. И на мне, и на мне Ваня просто- сидит свои места вспоминает. Так мог бы я подкатить сейчас? Я ж не на ресепшене. Как я, блядь, с кухни подкачу тут? Это СММщик нового уровня. Он просто каждого клиента прям трахает, потом выкладывает в интернет. И Это ему все мамку говорит, ну потом, типа, я санаторий у нас самый лучший. Нет, он трахает и шантажирует фотографиями. Напиши хороший отзыв. Это Педиди так делал. Это другое, чувак. Это другое. И там подпиши контракт еще. Пусть скажут спасибо, что рецепшенист подкатывает, а не хаускипинг, ебать. Вот так вот спишь, блядь, там в 6 утра, открывается дверь, заходит тип со шваброй. А можно с вами познакомиться? Просто ложится в кровати вот так вот между мамой и ей такой. Не, ложится, говорит, Какой у тебя Инстаграм? Ты спишь, я тебя найду сейчас. Все твои фотки буду лайкать сейчас. Нет, это ужасно, если он еще этот, просто сам так айфоном будет ее так, знаете, как присоединить. Да, Я сам И начинает всем ее друзьям писать, что я теперь с Махмутом. Не звони мне. Что если это муж очень заботливый оказался? Он позвонил на Доплатил, ресепшн, говорит, доплатил. ребят, я работаю. Мужик по-братски, ну, типа... Помоги, там и мать злая у нее, Да. пиздец, Я хочу, чтобы они оба вернулись добрые. Там и теща заодно. Это ночную смену надо брать, братан. Типа, только после 12 могу. Не, они такие... Претензия, почему подкатывает чувак с ресепшена, а не директор отеля. Мы директору отеля глазки строим, а к нам с ресепшена приходят. Что за... Не, не ожидается такое, типа, от обслуживающего персонала, который, ну, в санатории. То есть ты приехала отдыхать, еще приехала не одна, еще приехала с мамой, и тут он такой, типа... А на что ты рассчитывала, на какой-то отдых рассчитывала, приезжая в санаторий с мамой вообще, типа? Я? Да нет, не ты сиди, ты нормально все. Спасибо. А что это за отношения, обслуживающий персонал? Вот, кстати, Все профессии нужны, все профессии важны. ты что, думаешь, что с ресепшена мужчина писка ебать не может? С ресепшена он еще и пару языков знает, по-любому. Как раз мама Да, и ее. с акцентом Два для языка. мамы, да. Да, языка. Кстати, вот такая она злая. Она о себе подумала, и это, значит, неприятно, а может, маме офигенно от этого. Про мать она подумала. Она маме рассказывает, ты что, отказалась? Ой, Не-не, в это кого время- я рожала? В это же время мать на этом же форуме пишет: отличный отель, офигенно отдохнули, рецепшионист, просто бомба, персик. Отзывы лучшие. Этот ночной электрофорез я не забуду никогда. Мне кажется, гостиница банкротится. Ну, она банкротится. И, сказал, что нам делать. И владелец сказал, ебитесь как хотите. Ну, вот он и ебется как хочет. Он думает, я как раз хотел маму и дочь. Блин, да это санаторий, их там 3 всего. Мама, дочка и ресепшионист. Ну, скучно просто. Ну, с кем-то пообщались хоть. Он же говорит, давайте выйдем куда-нибудь, места местные покажу вам. Вы там вдвоем. Пожалуйста. Прикиньте, муж ее отправлял и такой, куда в безопасное место отправить? В санаторий. Где точно подкатывать не будет. Да не, мне интересно, просто мы же этих дам не видели. Может, они откуда-то из Сыктывкара. Нормально. И они заходят, получается, на ресепшн и говорят: здравствуйте, вот ваши номера. Они такие: нихуя точно выебать хочет. С собой так вежливо еще никогда не разговаривали, блядь. Обычно ты чучело, бля, ебучее. Ну, А тут здравствуйте. Молодой По-любому, человек. Если они из Сыктывкара, то они приходят не на ресепшн, а на рецепшн. Тогда понятно, почему И в там не санатории. ресепшионист, а вахтер стопудово. Стопудово. А если это просто горничная говорит этому ресепшионисту: слушай, они из номера не выходят, ты можешь куда-то ночью хотя бы увезти, чтобы я убралась там, потому что А то воняет уже соседям там. там уже мухи разлетаются по коридорам, слушай. Там уже серные ванны уже внутри, да? Уже без ванны. Чего вы не выходите, да? Что, вас отвезти куда-то может? Что вы не выходите, дайте Инстаграм. Не, ну, кстати, почему Инстаграм? Ну, типа... Потому что У тещи нет уже он потом Инстаграма. хочет проверить, полотенце украли или нет. Он же все увидит в сторис это. Да, Кстати, кстати, да, хорошая да. идея. Бдить за ними, да? Да, бдительность просто. Слушай, а- Ответственный Да нет, работник. он вывозит потом их в лес и такой:
Признавайтесь, что вы там спиздили в номере. Тапочки. Животные. Выворачивайте Я карманы. видел. Да. Слушай, а непонятно, откуда эта женщина пишет? Ну, санаторий понятно, что из России, скорее всего, откуда-то оттуда. Вот, так... Вряд ли израильские санатории, да? Да-да-да, знаменитый Бершевский. Ну, не знаю, я считаю, что нормальные претензии тут в целом, ну, нет. Ну, типа, ну, приехала на претензии? отдых, ну, так давай уже, ну, господи, что ты В выпендриваешься? смысле? Ну, что ты... В чем проблема-то? Ну это проблема, если к тебе подкатывает мужики. Да не блин. проблема это, Ну, ну... для тебя не проблема, потому что к тебе не подкатывают, а, блин. И об этом я тоже хочу поговорить. Окей, ну, в общем, для женщин это претензия. Она Ой, бы тоже... хотела, чтобы к ней ресепшионист не подкатывал, окей? Так пусть бы там анкету заполнила. Чтобы Она же она поставила была- галочку, что подкатывал рецепшионист. Она поставила «да». Да, чтобы Когда ресепшонист не въезжала, она подкатывал. просто не читала пользу... Исключить харассмент? Да, пожалуй. Не Хотите, читала... чтобы вас били по ночам? Да, пожалуй. Так он же не знал, что это принцессы. Если бы он знал, что это княгини, то он бы вообще бы не подкатывал. Вот так он думает. Ладно, Ваня, хорошо, скажи, почему это нормально, когда ресепшионист подкатывает к замужней женщине с ее мамой и зовет их на свидание? Почему это нормально? У него все еще стоит член. Ну, это вдвойне. нормально. Инстинкты работают. Вдвойне. Может, это отель в Африке, и он думает, это мой единственный шанс уехать из этой страны. Вот пусть меня вот эти заберут, я ко всем буду Санаторий в подкатывать. Африке. Санаторий в Африке. Наверное, это Анджелина Джоли и ее мать. да? Да. Пусть он... Санаторий в Африке, конечно. Он хотел, чтобы его усыновили там, да, вместе с зеброй под шумок. Ага, бананы, какой-то. кокосы. Давайте голосовать. Давайте, Давайте, да, ребята, что ж можно. если вы считаете, что у комиков не получилось оправдать этого ресепшиониста, то поаплодируйте, пожалуйста. Нормально. А если вы считаете, что у комиков, да, получилось оправдать этого ресепшиониста, поаплодируйте, пожалуйста. Я думал, сейчас тоже никто не понял. Отлично. Такие спят просто. Ну, спасибо. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.